В Москве состоялся третий круглый стол Всемирного исламского экономического форума. Являясь продолжением круглых столов в Бахрейне и Стамбуле, проведенных ранее в этом году, этот круглый стол, организованный при участии Корпорации развития халяль-индустрии Малайзии, продемонстрировал растущие возможности в сфере халяльного производства и новые рынки исламского банковского дела и финансирования. Мы верим, что индустрия халяль – это один из наиболее активно развивающихся бизнесов в мире. И национальное правительство поддерживает это развитие. Мы пытаемся сосредоточить наше внимание на 4 основных кластерах индустрии халяль. Это так называемые обработанные продукты питания, переработанные продукты питания халяль, различные продукты питания для животных, фармацевтические продукты и косметические продукты. Широко обсуждался потенциал российского рынка халяль-индустрии и предлагались возможные новые направления развития. Сегодня на территории России, как было уже отмечено, проживает более 20 миллионов мусульман. На практике это означает, что каждый 5-й потребитель исповедует ислам, а значит, может иметь потребительские предпочтения, отражающие его религиозные убеждения. Далеко не все мусульмане, стоит отметить, несмотря на причисление себя к последователям ислама, предъявляют диктуемой религии высокие требования к потребляемым товарам и услугам на сегодняшний день. Из-за отсутствия системного религиозного образования и достаточного знания положения своей религии, многие мусульмане все еще готовы потреблять все то, что имеется на прилавках. По результатам проводимым нами исследований, лишь около 1 миллиона мусульман России сегодня предъявляет стабильный спрос на товары и услуги, соответствующие требованиям ислама. В основном это представители молодого поколения, выросшего уже после распада Советского Союза. И это дает основание полагать, что имеются перспективы значительного роста рынка в будущем. Именно этот миллион молодых людей является двигателем развития исламского бизнеса, создавая спрос. А растущее предложение халяльных товаров и услуг, в свою очередь, создает увеличение спроса, причем не только со стороны мусульман. В нашей стране, где мусульмане и христиане испокон веков являются соседями, халяль перестает быть диковинкой для немусульман, его выбирают за высокое качество. Я считаю, что многие регионы России, они являются очень потенциально перспективными для развития именно исламского туризма, и особенно Северный Кавказ с его богатейшей природой, с различными возможностями, с минеральными ресурсами. Я думаю, что в этом отношении было правильно определено, что именно туристический кластер может стать перспективным в целом, и особенно перспективным для развития исламского туризма. Может быть, не все республики Северного Кавказа ввиду сложившихся обстоятельств, к сожалению, многие силы сейчас не дают тому, чтобы развивать исламскую именно систему с точки зрения исламской экономики на Северном Кавказе. Но я думаю, что именно через исламские финансовые принципы возможно изменение ситуации. Еще одним важным комплексом обсуждаемых проблем стали теоретические вопросы исламской экономической и финансовой системы. Многие из участников круглого стола высказывали свою точку зрения относительно базовых принципов исламского финансирования и его перспектив. Я считаю, что, как бы это ни звучало, возможно, утопично, в истории ислама человечества многие вещи выглядели утопично, но потом человечество обнаружило, что, оказывается, это достаточно реально и эффективно, и правильно для всего человечества. Также я сегодня говорю о том, что стараться не только концентрировать усилия на том, чтобы встроить, а предложить смену парадигмы, предложить замену существующей парадигмы управления всей мировой финансовой системой, предложить совершенно иную, о которой мы говорим как исламской экономическую модель управления. Я все-таки не думаю, что мы должны исходить из того, что существующая модель абсолютно себя дискредитировала, а вот есть некая альтернатива, которая может полностью заступить на это место и принести спасение человечеству. Думаю, что все-таки сравнивать надо не идеальные концепции модели с реальной практикой, а реальную практику с реальной практикой, либо модели теоретические с другими теоретическими моделями. Ну, наверное, я не открою никакого секрета, что сами институты и инструменты исламской экономики, финансовые инструменты также встречаются с немалыми сложностями сейчас. Я совсем недавно читал, что по некоторым подсчетам больше половины выпуска сукук в исламском мире не соответствует критериям шариатским.
Есть такое мнение даже и такого свойства. Поэтому если одна модель коррупционна и ставит проблемы, то не следует думать, что на практике все совершенно замечательно на другой стороне. Реальность более сложная. Нужно смотреть практически и посмотреть, что как работает. Мне все-таки думается, что мы пока еще находимся на пути какого-то соревнования, может быть, совместного сосуществования, на этапе, когда в мире вырабатываются альтернативные формы, и это очень хорошо. Я здесь абсолютно согласен с Адалетом, который даже предложил хорошую формулу, она мне очень нравится. Нужно деконфессионализировать исламскую экономику. Вот в этой части выступления я готов подписаться под каждым его словом и должен сказать, что и в других, может быть, словах я сам неоднократно говорил об этом. Конечно, для мусульман это прежде всего исламская экономика, а в целом для мира это должно быть исламская экономика. Понимаете, вот в этом самом словоупотреблении можно сделать акцент либо исламская экономика, либо говорить исламская экономика. Она должна выигрывать соревнования с другими формами на экономическом поле. Конечно, есть очень большая теоретическая, идейная, философская составляющая, безусловно, она есть. Но и опять же она должна доказывать свою правоту в конкуренции, в диалоге. Я прошу меня заранее простить, я специально приведу сравнение такое немножко резкое, может быть, даже не очень корректное. Мне кажется, что многие, кто занимаются исламской экономикой, напоминают мне садоводов-любителей, которые покупают семена, покупают рассаду, покупают удобрения, читают, как это использовать, и пытаются получить хороший результат. И часто они его получают, но не задумываются, кто вырабатывает эти семена, кто вырабатывает эти рекомендации, и где они выработаны, и для какой почвы, для каких условий. А может быть, это хорошо для Голландии, или для Малайзии, или для Бахрейна. Но, может быть, не очень подойдет к России, потому что центры, которые вырабатывают эти рекомендации для садоводов-любителей, прежде всего базируются не в нашей стране, они откуда-то, где-то, и там это, может быть, и хорошо работает. В какой-то степени это может принести успех у нас, безусловно, может быть так, но нам нужны районированные сорта этих самых семян и рассады. Нам нужны свои научно-исследовательские центры, которые вырабатывают это все. А не просто дается готовая упаковка, и вот, пожалуйста, следуйте это. А вот с этим у нас, по-моему, пока обстоит дело не очень хорошо. Мало продвижения в этом отношении. Да, говорится о курсах. Курсы не могут заменить фундаментального, серьезного, настоящего образования, которое занимает несколько лет. 5, 6, 4 плюс 2, пусть это будет по Болонскому процессу или в традиционной форме. Вот мне думается, что наряду с теми нашими контактами с коллегами из Малайзии, других стран, это очень хорошо, замечательно, и они нам действительно, России в этом отношении, оказывают большую помощь, делясь своим опытом. Может быть, подумать, чтобы уделить чуть больше внимания все-таки на то, каким образом построить подготовку кадров, изучение и разработку этих проблем в России.